Добрый вечер, друзья! С вами Дмитрий Ефремов и Innate Ideas. Мы ранее говорили о Дэвидсоне и его теории интерпретации, которая помогает понять мотивы людей. Но что нам делать, когда нам нужна, нам нужна четкость, нам нужно работать не с мотивами, а со строгими правилами? Что делать, когда нужна абсолютно математическая честность? И сегодня я хотел бы поговорить об Альфреде Тарском. Он не искал какой-то смысл жизни. Он пытался построить систему, в которой была бы невозможна ложь, была бы невозможна нечестность. Тарский — это человек, который подарил нам инструмент для создания безупречных контрактов, недвусмысленных, безошибочных и понятных, и у которых есть своя система контроля. Он лежит в основе современной информатики и аналитики. И вот наш первый шаг — понять, что именно Тарский пытался спасти и почему его проблема, которую он сформулировал, парадокс лжеца, имеет прямое отношение к вашему бизнесу. Когда мы говорим о точности в системах, мы должны говорить о кризисе, который чуть было не разрушил основы логики в начале 20 века. Это был цикл парадоксов, кризис парадоксов, самый известный из которых — это парадокс лжеца. Представьте себе такую фразу: «Это высказывание ложно». Если это высказывание истинно, то оно должно быть ложным, потому что оно само о себе так говорит. Но если оно ложно, то оно должно быть истинным. Для философов и математиков это была не просто какая-то абстрактная головоломка, это была угроза. Если вашу систему, будь то логическая система, корпоративный устав или какой-то код, может просочиться одно единственное высказывание, которое одновременно и истинно, и ложно, вся система становится бессмысленной. Вы можете доказывать что угодно. Именно для того, чтобы закрыть эту лазейку, Альфред Тарский изобрел некую границу, которая помогла не разрушать истину, когда возникает подобный парадокс. Тарский при рождении Тейтельбаум родился в 1901 году в городе Лодзи. Тогда это было частью Российской империи, а ныне это Польша. Он стал одним из ключевых людей Варшавской школы математики. Его ранние работы были посвящены теории множеств и строгому определению истины. Его самая важная работа «Понятие истины в формализованных языках». Она была опубликована в 1933 году. И фактически сразу он стал звездой, поскольку эта работа предлагала решение проблемы парадокса лжеца, о котором мы уже пару слов сказали. В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Тарский был приглашен выступать на конференции в США, куда он отправился без семьи. И пока он был там, его родной город, Варшавская школа, были уничтожены нацистами. И он остался в Америке, став профессором Калифорнийского университета в Беркли, где преподавал до самой смерти в 1983 году. Тарский — это философ, который из абстрактных идей превратил истину в строгий математический протокол. Что такое истина? И его вот жизненный опыт лишь подчеркивает его некий посыл. Если ваши слова не подчиняются строгим внешним правилам, ваша система обречена на крах. И вот Тарский понял, что причина всех парадоксов, и таких как парадокс лжеца, и иных некоторых, когда высказывание противоречит себе, система пытается оценить себя, используя собственные правила. Его решение довольно простое. Нельзя определить истину для чего-либо, используя тот же самый язык, в котором это сформулировано. Он ввел строгое обязательное разделение на два уровня. Это объектный язык, это язык, о котором мы говорим. Это сам набор высказываний, который мы оцениваем. Например, там, договор исполнен. Мета-язык — это язык, на котором мы говорим. Это внешний контролирующий язык,
который содержит все необходимые инструменты для определения истинности. Для определения истинности высказываний в объектном языке. В бизнесе это означает, если вы хотите, чтобы ваш отчет, объектный язык, был истинным, вы не можете использовать формулировки этого же отчета для проверки его истинности. Вам нужна внешняя система контроля, некий мета-язык, который обладает большими логическими возможностями. И вот это разделение стало фундаментом для Тарского. Что такое объектный язык в нашей повседневной работе? Это сам предмет нашего внимания. Это набор высказываний, которые мы создаем, которые, по нашему мнению, должны быть истинными. Например, в управлении проектами это вот, например, срок сдачи будет во вторник. Или там бюджет превышен. Задача выполнена согласно спецификации. В программировании это код, который мы пишем. В юриспруденции это контракт, который мы подписываем. Это некое заявление о мире, которое мы хотим проверить на истинность. Объектный язык – это язык, который ограничен собственными правилами и символами. Он не содержит в себе средств для объективной оценки самого себя. Если в контракте написано «контракт исполнен», сам этот контракт по себе, он не может этого доказать, истинно это или ложно. Именно поэтому мы не можем использовать только объектный язык для проверки. Нам нужен следующий уровень, который Тарский называл мета-языком. Если объектный язык – это договор или план проекта, то мета-язык – это система контроля, которая находится над ним, стоит над ним. Мета-язык – это язык, которым мы оцениваем истинность высказывания объектного языка. Он должен обладать большим логическими возможностями и не содержать в себе тех же проблем, которые он пытается решить. В управлении проектами это некая система KPI, да, которая вне самого выполнения задачи. И Тарский показал, что истина всегда определяется извне. Для того, чтобы высказывание было доказуемо истинным и не вело к парадоксам, вам всегда нужен внешний, отстраненный, более строгий язык, который может говорить о вашем объектном языке. Это философское требование к объективности. Почему Тарский был непреклонен в разделении вот этого объектного языка и мета-языка? Почему он настаивал на внешнем контроле? Защита от самообмана и парадоксов. Если вы позволяете объектному языку, например, какому-то отчету, написанному вашим отделом, самостоятельно определять свою истинность, вы неизбежно попадаете в логический тупик или в парадокс самовосхваления. Вы не можете честно ответить, насколько хорошо вы справились, используя те же самые критерии, которые вы использовали для выполнения задачи. Мета-язык позволяет вам шагнуть немного в сторону. Он дает нам логическое расстояние от проблемы, чтобы мы могли оценить систему, не будучи ее частью. Внешний аудит, оценивающий финансовый отчет. Независимый QA-отдел, который оценивает код. Объективный KPI, оценивающий результат работы. Объективность требует методологической отстраненности. Чтобы создать работающее формальное определение истины, Тарский предложил то, что стало известно как T-схема. Это мост между нашим объектным языком и мета-языком. Что-то X истина тогда и только тогда, когда Y. Где X – это название нашего высказывания, например, предложение «снег белый». А Y – это само высказывание, которое описывает фактическое положение дел в мире. Например, «снег белый». Пример в действии, что вот он, белый снег. Вместо абстрактной формулы давайте посмотрим вот этот классический пример со снегом. Предложение «снег белый» истина тогда и только тогда, когда снег белый. И Тарский впервые показал, что это не какая-то загадка, и это логически необходимое соответствие между названием высказывания,
слева на метаязыке и фактическим положением дел справа на объектном языке. Именно эта двусторонняя связь позволяет нам строго определить истину, избегая разрушительных парадоксов самореференции. Левая сторона, метаязык. Здесь мы констатируем истинность самого высказывания. Мы говорим о словах. Это наше утверждение о языке. Правая сторона, здесь мы описываем фактическое положение дел в мире. Мы говорим о фактах. Это факт реальности, которые делают утверждение истинным. Истину по-тарскому – это точно логическое необходимое соответствие между этими двумя сторонами. Для бизнеса это означает, что истина – это не субъективное мнение, это контролируемое соответствие между тем, как вы назвали результат, вот эта сторона метаязыка, и тем, что фактически произошло, когда этот результат мы оценивали. Правая сторона, объектный язык. Формула жестко связывает семантику, смысл, с онтологией, существующей реальностью. И это позволяет нам строить формальные языки, в которых мы можем доказать истинность. Ни одна достаточная сильная формальная система не может содержать свой собственный предикат истины. Будь то математика, язык программирования или корпоративный устав, который мог бы сам честно, последовательно определить истинность всех своих высказываний, используя только свои внутренние правила. И вот Тарский предоставил нам философское обоснование для этого. Почему самоконтроль всегда неполноценен. Система, которая пытается оценить себя своим же языком, неизбежно будет неполной, либо противоречивой. Когда ваш финансовый директор сам определяет правила учета и сам составляет отчетность, а затем он говорит, отчет исчерпан и он истинен, он использует объектный язык для оценки своего же метаязыка. Это логически несостоятельно. Когда разработчик, который пишет код, сам пишет и сам проверяет тесты для этого кода, он не может сформулировать действительно, готово это или нет. И вот независимый QA-отдел — это люди, которые говорят на более строгом внешнем языке, не подверженном тем же самым парадоксам самореференции. Таким образом, Тарский ввел жесткое правило: никогда не доверяйте системе, которая не может быть оценена более мощной внешней логикой. Это логическое требование к прозрачности. Его правила лежат в основе компьютера, когда компьютер может гарантировать, что его ответ соответствует заложенным в него условиям. Без этих строгих методов мы бы не смогли создать надежное программное обеспечение, потому что не имели бы математического строгого способа проверить, истинно ли утверждение программа выполняет свою функцию. В бизнесе этот принцип должен быть заложен в каждый ваш контракт, в каждый ваш KPI. Если ваш KPI сформулирован расплывчато, например, вот нужно достичь успеха в следующем квартале, вы создаете парадокс двусмысленности. Нормальное применение требует, чтобы каждый KPI был формальным определением истины, у которого есть метаязык утверждения, KPI там по продажам выполнен, и факт. Он выполнен только тогда и только тогда, когда объем продаж в CRM-системе превысил, допустим, 10 миллионов рублей. Контракт, созданный по вот этой логике, не может быть нарушен из-за непонимания. Он может быть нарушен только из-за фактического несоответствия между заявленным и реальным. Парадокс лжеца — это кризис, когда система ломается на самореференции и двусмысленности. В бизнесе такой кризис — это конфликт, когда две стороны используют одно и то же слово с разным значением. Например, два человека спорят о том, завершена работа или нет. Одни считают, что завершили, это значит написали код, все, вот он написан. Другая считает, что мы провели финальный аудит. Вот они говорят на объектном языке, но их слова не соответствуют одной и той же реальности. Когда объектный язык в кризисе, нужно сразу переходить на метаязык. Вы как лидер должны заставлять стороны прекратить спор о факте,
кто что завершил, а кто нет, а начать говорить о значении слов. Вы должны спросить, давайте договоримся о том, что означает слово «завершили». Каковы критерии истинности этого слова? Переходя на метаязык, вы заставляете стороны создать новое строгое определение, новую T-схему. Это не какое-то эмоциональное примирение, это логическое устранение двусмысленности. Самый эффективный метод решить конфликт — это изменить тот язык, на котором вы говорите о конфликте. Пару слов об искусственном интеллекте. Мы все видели, что искусственный интеллект может генерировать речь, писать код, даже имитировать эмоции. Является ли искусственный интеллект автономным агентом, способным иметь свой собственный метаязык, свою собственную оценку истины? Или он остается просто очень технологичной лопатой, инструментом, работающей только на уровне объектного языка? Если искусственный интеллект собеседник, мы можем применять к нему принцип доверия Дэвидсона, предполагая наличие убеждений и ошибок. Если искусственный интеллект лопата, мы просто оцениваем эффективность его работы, как эффективность молотка или калькулятора. Компьютер или искусственный интеллект — это прежде всего формальная система. Это машина, которая оперирует символами и правилами. Когда искусственный интеллект говорит или решает что-то, он просто исполняет предписанный синтаксис, предписанные правила, установленные его программой. И вот эта программа, она для него является метаязыком. Искусственный интеллект работает на уровне объектного языка. Он может генерировать высказывания, ответ на этот вопрос истинен. Но искусственный интеллект не понимает истинность или ложность этого высказывания. Он всего лишь проверяет, удовлетворяет ли его символьная последовательность условиям, заданным его алгоритмами. Это и есть работа скорее инструмента, чем собеседника, скорее лопаты. Искусственный интеллект может генерировать истину, но не может обладать понятием истины в человеческом рефлексивном смысле. Чтобы стать собеседником, искусственный интеллект должен уметь совершать самооценку, перейти на уровень метаязыка. И здесь, согласно теореме как раз неопределенности, ни одна достаточно сильная формальная система не может честно и последовательно определять истинность всех своих высказываний внутри себя. Это означает, что у искусственного интеллекта не может быть убеждений, поскольку он не может сомневаться в своих убеждениях. У него нет собственной системы для их проверки. Его логическая целостность всегда зависит от внешних правил, от программистов. Собеседник это тот, кто может осознанно оценить правила, по которым он говорит. И искусственный интеллект не может содержать полный предикат истины. Таким образом, в соответствии с логикой Тарского, искусственный интеллект может имитировать речь, но он не может быть истинным агентом, потому что ему не хватает своей метаспособности к логической самооценке, которая необходима для осознания истины и возможности ошибки. Человек, как собеседник, он обладает способностью выйти за рамки своего высказывания. Он способен к сомнению и осознанию своей ошибки, что является признаком убеждения. Человек может создать свою T-схему, и он может ее создавать совместно с другими людьми, как показал Дэвидсон. А вот искусственный интеллект, он только генерирует речь. Он не может уйти на метаязык. Он может отвечать на вопросы об истине, но не может осознавать ее. Его истинность всегда задана извне. И получается, что это всего лишь виртуозный имитатор. То есть он может выглядеть как собеседник, но он остается логическим устройством, который всегда сводится к удовлетворению условий, заданных на внешнем уровне. На этом я хотел бы закончить разбор Альфреда Тарского, его T-схемы, и подытожить, что же мы получили. Вы не будете себя самообманывать, и вы не будете подвергаться некому обману со стороны своих сотрудников, пускай не произвольному, если у вас будет всегда на все процессы внешний независимый аудит.
Если вы будете вот эту T-схему применять к вашим контрактам, к вашим KPI, и они у вас превратятся в стабильные проверяемые утверждения. И самое главное, для оценки технологий вы должны понимать, что когда вы внедряете искусственный интеллект, вы внедряете инструмент, вы не заменяете людей. Вы внедряете инструмент, у которого все так же есть внешние установленные правила. Вы можете создавать свои правила, но всегда оставляйте за собой право встать над ними, посмотреть на них с более высокого метауровня. Меня зовут Дмитрий Ефремов, и только что вы получили еще одно конкурентное преимущество, основанное на философии, а не на мнении. Если вы хотите продолжать получать какие-то операционные инструкции, если вы готовы использовать эти идеи, то подписывайтесь на NAK Ideas, ставьте лайки, делитесь этим видео с теми, кто до сих пор остается в плену своего языка, в плену своего объектного языка. Спасибо за ваше время и внимание к идеям, которые меняют правила игры. До скорой встречи.